Космос полон тайн и загадок, и среди них выделяются особые сигналы, полученные из глубин Вселенной. С тех пор, как человечество начало исследовать космос, астрономы фиксировали различные радиосигналы, которые поражали своим разнообразием и тайной. Эти сигналы могут быть результатом различных космических явлений. Но что они на самом деле могут означать? Первый случай, который привлек внимание общественности, произошел в 1917 году, когда астрономы обнаружили регулярные радиосигналы, которые они назвали пульсарами. Эти сигналы были настолько стабильными, что некоторые исследователи даже предположили, что это могут быть сообщения от пришельцев. Позже выяснили, что пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, излучающие радиоволны. Но этот случай лишь открыл дверь в мир космических загадок. В 1981 году был зарегистрирован сигнал, известный как сигнал близнецов, который пришел из созвездия Геркулеса. Он длился около 5 минут и имел характерные колебания. Этот сигнал, хотя и позже объяснили как естественное явление, вызвал настоящий фурор и заставил ученых вновь задуматься о возможности существования внеземной жизни. Сигнал был настолько необычным, что его существование породило множество теорий и гипотез. В течение следующих десятилетий астрономы продолжали фиксировать различные радиосигналы, которые приходили с отдаленных уголков Вселенной. Каждый из них давал новые подсказки, но многие оставались неразгаданными. В 2015 году был зарегистрирован сигнал, который пришел из галактики, находящейся на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от Земли. Этот сигнал имел такие характеристики, что его невозможно было объяснить действующими астрономическими теориями. Ученые предположили, что он может быть связан с экзопланетами, которые вращаются вокруг далеких звезд. Однако не все сигналы имеют природное происхождение. В 2016 году астрономы зафиксировали сигнал, который был таким же загадочным, как и сигнал близнецов. Этот сигнал, известный как сигнал из эпохи, пришел из одной из самых удаленных галактик и был настолько мощным, что его невозможно было игнорировать. Исследователи вновь оказались перед вопросом, что это может быть. Некоторые предположили, что это может быть проявлением технологий, созданных внеземными цивилизациями. Сигналы не только удивляют, но и заставляют ученых работать над их расшифровкой. В 2018 году была запущена новая программа по поиску подобных сигналов, получившая название «Сетевой проект поиска внеземного разума». Это совместная работа международной команды астрономов и физиков, которая сосредоточилась на изучении аномальных радиосигналов с использованием новейших технологий и телескопов, таких как радиотелескопы в Чили и Австралии. Цель программы — не просто идентифицировать сигналы, но и попытаться выяснить их происхождение. С каждым годом технологии становятся все более совершенными, и ученые все чаще фиксируют странные сигналы, которые могут быть следами жизни за пределами Земли, но каждый раз они сталкиваются с трудностями в их анализе. В 2019 году был зафиксирован новый сигнал, который также привел к бурным обсуждениям в научных кругах. Ученые обнаружили, что сигнал идет из области, где ранее не было никаких астрономических объектов. Это добавило еще одну загадку в уже обширный список космических аномалий. Несмотря на все достижения в области астрономии и технологий, остаются непростые вопросы. Все эти сигналы, которые приходят из глубин космоса, поднимают множество новых вопросов, на которые нет ответов. Они могут быть следами непознанного, загадками, которые ждут своего разрешения, иллюстрацией к тому, насколько сложен и разнообразен наш космос. Однако пока ученые продолжают исследовать эти загадочные сигналы, они не могут исключить возможность, что среди них есть сообщения от других цивилизаций, сообщающие о себе. Каждый новый сигнал становится очередной вехой в загадочном пути, который ведет в неизведанные области космоса. И даже если некоторые из них окажутся ошибками или просто случайными выбросами, один из них может стать ключом к пониманию того, что на самом деле скрывает Вселенная. Это лишь начало удивительных открытий, которые ждут нас впереди, когда мы погружаемся в мир космических аномалий и странностей, которые продолжают оставаться без объяснений. Загадочные сообщения из космоса всегда вызывали интерес, и одним из самых интригующих моментов в истории человечества стало открытие, которое произошло в 1981 году, когда астрономы зафиксировали сигнал, который впоследствии получил название «сигнал близнецов». Этот сигнал пришел из созвездия Геркулеса и длился около 5 минут. Его необычные колебания заставили ученых предположить, что он мог быть не просто природным явлением. Сигнал был достаточно странным, чтобы вызвать всевозможные предположения о его источнике. Вскоре его объяснили как естественный феномен, однако данный случай лишь подогрел интерес к поискам внеземной жизни. Спустя несколько лет, в 1992 году, был зарегистрирован другой загадочный сигнал, который, как позже выяснили, пришел из области, где находилась экзопланета. Этот сигнал, известный как сигнал из глубины, оставил ученых в недоумении.
Он содержал непонятные параметры, которые не соответствовали известным космическим объектам. Даже самые опытные астрономы оказались в растерянности, не в силах объяснить его природу. Сигнал привлек внимание не только ученых, но и общественности, породив новый виток обсуждения о возможности существования внеземной жизни. В 2015 году астрономы вновь столкнулись со странным радиосигналом, который пришел из галактики, находящейся на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от Земли. Этот сигнал имел такие характеристики, что его невозможно было объяснить действующими астрономическими теориями. Множество ученых предположили, что он мог быть связан с экзопланетами, находящимися в орбитах далеких звезд, но точного ответа не было. Сигнал стал предметом изучения, и научные группы начали анализировать его, рассматривая самые разнообразные гипотезы. Однако самым мощным и загадочным сигналом, зафиксированным в истории, стал сигнал из эпохи, полученный в 2016 году. Этот сигнал пришел из одной из самых удаленных галактик и был настолько интенсивным, что его невозможно было игнорировать. Ученые оказались перед потенциально революционным открытием, которое могло бы изменить наше понимание о Вселенной. И исследования и обсуждения этого сигнала продолжались долгое время. Некоторые считали его проявлением технологий, созданных внеземными цивилизациями, а другие — просто очередным природным явлением. В ответ на эти загадочные сигналы в 2018 году была запущена новая программа по поиску внеземного разума под названием «Сетевой проект поиска внеземного разума». Эта программа объединила усилия международной команды астрономов и физиков, которые сосредоточились на изучении аномальных радиосигналов. Используя новейшие технологии и мощные радиотелескопы, расположенные в Чили и Австралии, специалисты стремились не только идентифицировать сигналы, но и понять их происхождение. Каждый новый сигнал стал вызовом для исследователей, которые стремились разгадать их тайны. В 2019 году был зарегистрирован новый сигнал, который, как и многие его предшественники, вызвал бурные обсуждения в научной среде. Сигнал пришел из области, где ранее не находили никаких астрономических объектов. Это добавило еще одну загадку в уже обширный список космических аномалий. Ученые находились в недоумении. Возможно, этот сигнал скрывал в себе информацию о неизвестных объектах или даже жизни. Космос полон загадок, и с каждым новым сигналом, который приходит из глубин Вселенной, ученые не только углубляются в изучение астрономии, но и сталкиваются с вопросами, на которые нет готовых ответов. Эти сигналы могут быть следами непознанного, ключами к разгадке тайн, которые ждут своего часа. Даже если некоторые из них окажутся ошибками или случайными выбросами, всегда существует вероятность, что среди них есть сообщения от других цивилизаций. Именно это стремление к поиску, к разгадке тайны космоса и будет двигать человечество вперед, открывая новые горизонты и исследования в бескрайних просторах Вселенной. С каждым новым открытием мы все ближе к пониманию того, что на самом деле может скрываться в неведомых глубинах космоса. И только время покажет, какие тайны откроются перед нами, когда мы продолжим исследовать не только радиосигналы, но и саму суть жизни за пределами нашей планеты. Космос полон аномалий, которые бросают вызов нашим знаниям и пониманию. Каждый новый сигнал, зафиксированный астрономами, становится частью этой загадочной мозаики, и порой они выглядят так, будто пришли из совершенно другого измерения. Неопознанные сигналы, которые приходят с далеких уголков Вселенной, порождают множество вопросов и гипотез, но некоторые из них остаются загадкой даже для самых опытных исследователей. Одной из самых загадочных аномалий стало наблюдение, сделанное в 1991 году, когда астрономы зафиксировали сигнал, который, как позже выяснили, исходил из области, где находилась экзопланета. Этот сигнал, известный как сигнал из глубины, содержал параметры, которые не соответствовали никаким известным космическим объектам и породили спекуляции о его происхождении. Ученые долго пытались установить, было ли это необычное явление результатом природных процессов, или же оно могло иметь искусственное происхождение. В 2015 году астрономы снова столкнулись с аномальным сигналом, который пришел из галактики на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от Земли. Этот сигнал поразил ученых своими характеристиками. Он не вписывался в известные модели астрономических явлений и привел к многочисленным обсуждениям о возможных экзопланетах вокруг далеких звезд. Каждое новое открытие добавляло еще одну загадку в список, и исследователи не могли не задаться вопросом, что же на самом деле происходит на таких огромных расстояниях. Но самым интенсивным и неразгаданным сигналом стал сигнал из эпохи, зафиксированный в 2016 году. Этот сигнал пришел из одной из самых удаленных галактик и имел такую мощность, что его невозможно было игнорировать. Ученые оказались перед лицом потенциально революционного открытия, которое могло изменить наше понимание о Вселенной. Обсуждения вокруг этого сигнала продолжались долго, и одни исследователи выдвигали гипотезы о его возможном искусственном происхождении, в то время как другие считали, что это просто очередное природное явление. Сигналы, которые приходят из глубин космоса, не только удивляют, но и требуют от ученых все более глубокого анализа.
Стремление разгадать их тайны стало главной задачей для многих исследовательских групп. В 2018 году была запущена программа «Сетевой проект поиска внеземного разума», которая объединила усилия астрономов и физиков со всего мира. Эта программа сосредоточилась на изучении аномальных радиосигналов, используя новейшие технологии и мощные радиотелескопы, расположенные в Чили и Австралии. Специалисты стремились не только идентифицировать сигналы, но и разгадать их природу, что было крайне сложной задачей. Каждый новый сигнал, фиксируемый астрономами, стал вызовом для исследователей, которые на протяжении многих лет пытались понять, что именно может скрываться за этими загадочными сообщениями. В 2019 году был зарегистрирован новый сигнал, который пришел из области, где ранее не находили никаких астрономических объектов. Это только подогрело интерес ученых, которые оказались в растерянности. Возможно, сигнал содержал информацию о неизвестных астрономических явлениях или жизни на других планетах. Несмотря на достижения в области астрономии и технологий, большинство из этих аномалий остаются без объяснения. Каждый сигнал открывает новые горизонты для исследований, но также порождает множество вопросов. Некоторые из них могут оказаться просто случайными выбросами или ошибками, а другие, возможно, станут ключами к разгадке тайны, которую Вселенная скрывает от нас. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, что на самом деле может скрываться в бескрайних глубинах космоса. Эти аномалии, которые продолжают оставаться без объяснений, толкают вперед не только научное сообщество, но и все человечество, открывая нам возможность заглянуть за пределы привычного и исследовать неизвестное. Каждое новое открытие в астрономии может стать началом удивительных приключений и глубоких открытий, которые могут изменить наше представление о Вселенной и нашем месте в ней. Сигналы из глубин космоса — это не просто абстрактные радиоволны, а реальные загадки, которые вызывают интерес ученых и исследователей со всего мира. Возьмем, к примеру, случай, произошедший в 1981 году. Тогда астрономы зарегистрировали сигнал, который стал известен как «сигнал близнецов». Он пришел из созвездия Геркулеса, длился около 5 минут и имел такие необычные колебания, что способен был вызвать бурные обсуждения о его природе. И исследователи долгое время не могли прийти к единому мнению о том, явился ли этот сигнал природным феноменом или чем-то созданным разумными существами. Спустя несколько лет, в 1992 году, астрономы вновь столкнулись с загадочным сигналом, который, как позже выяснили, пришел из области, где находилась экзопланета. Сигнал, который получил название «сигнал из глубины», содержал параметры, не соответствовавшие ни одному из известных астрономических объектов. Этот случай оставил ученых в недоумении. Как мог возникнуть такой сигнал, если в той области не было никаких явных источников? Дискуссии о сигнале привлекли внимание не только научного сообщества, но и широкой общественности, что стало новым витком в обсуждении возможности существования внеземной жизни. Не успели утихнуть споры о сигнале из глубины, как в 2015 году астрономы снова получили странный радиосигнал, который пришел из галактики, находящейся на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от Земли. Этот сигнал, зарегистрированный как аномальный, поразил ученых своим характером. Он не вписывался в известные модели астрономических явлений, что стало причиной множества теорий о его возможном происхождении. Ученые начали предполагать, что он может быть связан с экзопланетами, которые вращаются вокруг далеких звезд. Однако точных ответов не было, и сигнал стал предметом активного исследования. В 2016 году астрономы столкнулись с самым мощным и загадочным сигналом, который когда-либо был зафиксирован. Сигнал, известный как сигнал из эпохи, пришел из одной из самых удаленных галактик и имел такую мощность, что его невозможно было игнорировать. Ученые снова оказались перед вопросом, что это может быть. Некоторые исследователи начинали выдвигать гипотезы, что это может быть проявлением технологий, созданных внеземными цивилизациями, в то время как другие придерживались мнения, что это просто очередное природное явление. Обсуждения вокруг этого сигнала длились долго и породили множество направлений для дальнейших исследований. Для того, чтобы справиться с потоком загадочных сигналов, в 2018 году была запущена новая программа по поиску внеземного разума, получившая название «Сетевой проект поиска внеземного разума». Эта программа объединила усилия международной команды астрономов и физиков, которые сосредоточились на изучении аномальных радиосигналов, используя новейшие технологии и мощные радиотелескопы в Чили и Австралии. Цель этой программы заключалась не только в идентификации сигналов, но и в попытке разгадать их происхождение. Каждый новый сигнал стал вызовом для исследователей. Их работа не ограничивалась лишь фиксацией сигналов. Они стремились глубоко анализировать их природу и выявить, что именно может стоять за этими аномалиями. В 2019 году произошел еще один громкий случай. Был зафиксирован сигнал, пришедший из области, где ранее не находили никаких астрономических объектов. Это открытие добавило еще больше загадок в уже насыщенный список космических аномалий, и ученые вновь оказались в недоумении. Что же скрывается за этим сигналом?
Возможно, в нем заключена информация о неизвестных астрономических явлениях или даже о жизни на других планетах. Сигналы из глубин Вселенной не просто вызывают интерес, они заставляют ученых работать над их расшифровкой. Каждое новое открытие становится частью большого и таинственного пазла, который исследователи надеются собрать, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит в космосе. Несмотря на достижения в области астрономии и технологий, большинство из этих аномалий остаются без объяснения. Каждый сигнал открывает новые горизонты для исследований, но также порождает множество вопросов. Научное сообщество продолжает стремиться разгадать тайны, скрывающиеся за этими загадочными сигналами. Некоторые из них могут оказаться случайными выбросами или ошибками, но всегда остается вероятность, что среди них находятся сообщения от других цивилизаций. В этом бесконечном поиске человеческое любопытство и стремление к познанию остаются мощным двигателем. С каждым новым сигналом мы приближаемся к пониманию того, что на самом деле может скрываться в безбрежных глубинах космоса. И, возможно, это только начало удивительных открытий, которые ждут нас впереди, открывая новые горизонты и возможности в изучении жизни за пределами нашей планеты. Насколько мы понимаем, космос все еще хранит множество секретов, которые ожидают своего открытия. Каждое новое исследование и каждый зафиксированный сигнал открывают перед нами двери в неизведанные области. Научное сообщество активно работает над разгадкой тайны, скрывающейся за множеством радиосигналов, приходящих из глубин Вселенной. Одним из самых интригующих сигналов стал сигнал из глубины, зарегистрированный в 1992 году. Этот сигнал пришел из области, где располагалась экзопланета, и его параметры не соответствовали известным астрономическим объектам. Ученые долго искали объяснение, как мог возникнуть такой сигнал, и это добавило еще больше загадок в уже обширный список космических аномалий. Спустя несколько лет, в 2015 году, астрономы вновь столкнулись с загадочным сигналом. Он пришел из галактики, находящейся на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от Земли. Этот сигнал имел уникальные характеристики, которые не вписывались в известные модели астрономических явлений. Исследователи начали предполагать, что этот сигнал может быть связан с экзопланетами, вращающимися вокруг далеких звезд. Однако, несмотря на активные исследования, ни одна из гипотез не смогла полностью объяснить его природу. Не успели утихнуть споры о предыдущих сигналах, как в 2016 году астрономы зафиксировали самый мощный и загадочный сигнал, известный как сигнал из эпохи. Он пришел из одной из самых удаленных галактик и имел такую мощность, что его невозможно было игнорировать. Ученые оказались перед лицом потенциально революционного открытия, которое могло бы изменить наше понимание о Вселенной. Обсуждения вокруг этого сигнала длились долго. Исследователи выдвигали гипотезы о его возможном искусственном происхождении, в то время как другие считали его очередным природным явлением. В ответ на поток загадочных сигналов в 2018 году была запущена программа «Сетевой проект поиска внеземного разума». Эта программа объединила международные усилия астрономов и физиков, которые сосредоточились на изучении аномальных радиосигналов, используя новейшие технологии и мощные радиотелескопы, расположенные в Чили и Австралии. Цель программы заключалась не только в определении сигналов, но и в попытке разгадать их происхождение. Специалисты стремились глубже понять природу этих загадок, что требовало масштабной и комплексной работы. Каждый новый сигнал стал вызовом для исследователей. В 2019 году был зафиксирован новый необычный сигнал, который пришел из области, где ранее не находили никаких астрономических объектов. Это открытие добавило еще одну загадку в уже богатый список космических аномалий. Ученые вновь оказались в недоумении. Что же скрывается за этим сигналом? Возможно, он содержит информацию о неизвестных астрономических явлениях или даже жизни на других планетах. Сигналы из глубин космоса не просто вызывают интерес, они требуют от ученых все более глубокого анализа. Каждый новый сигнал становится частью большого и таинственного пазла, который исследователи надеются собрать, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит в космосе. Несмотря на достижения в области астрономии и технологий, многие аномалии остаются без объяснения. Каждый сигнал открывает новые горизонты для исследований и порождает множество вопросов. Космос полон секретов, которые ожидают своего момента, чтобы быть раскрытыми. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, что на самом деле может скрываться в безбрежных глубинах космоса. Эти аномалии, которые продолжают оставаться без объяснений, толкают вперед не только научное сообщество, но и все человечество. Каждое новое открытие в астрономии может стать началом удивительных приключений и глубоких открытий, способных изменить наше представление о Вселенной и нашем месте в ней. Сигналы, которые приходят из глубин космоса, становятся не просто предметом научного анализа, но и частью нашей культуры, вдохновляя художников, писателей и мыслителей. Каждый новый сигнал вызывает бурные обсуждения, порождая новые идеи и концепции относительно жизни на других планетах.
Стремление разгадать тайны космоса становится важной частью человеческого опыта, и это стремление, без сомнения, будет двигать нас вперед в поисках новых знаний и открытий. В конце концов, каждый сигнал, который приходит из космоса, может стать ключом к разгадке одной из самых больших загадок человечества – существованию жизни за пределами Земли. Мы продолжаем исследовать, задавая вопросы и открывая новые горизонты. Возможно, именно в этом заключается суть человеческой природы, стремление к познанию и желание узнать, что же на самом деле скрывает Вселенная. И хотя многие вопросы остаются без ответа, наша жажда знаний и открытий не угасает, подталкивая нас к дальнейшим исследованиям и открытиям в бескрайних просторах космоса.